Итак, приветствую вас снова на канале, друзья. Сегодня мы поговорим об доп-опциях на мотоциклах. Сразу хочу немного объяснить формат видео. Будем говорить об опциях, которые можно так или иначе добавить или купить уже готовый байк вместе с ними от производителя, скажем так, во всех массовых сегментах мотоциклов, от массовых производителей мотоциклов. Мы не будем говорить про какие-то нишевые истории типа индикации мертвых зон на некоторых моделей, там у Ducati и может быть еще у кого-то. Просто для понимания формата. Второе, о чем не будем говорить, это об специфических историях типа и-клатча или автоматических коробок Double Clutch от Honda, того же и-клатча от Honda. Вот, потому что это довольно такие нишевые истории, они есть не у всех производителей. Да, это классные функции, классные фичи для кого-то, но так как они не всегда и не везде доступны, мы их как бы просто отставим в сторону и поговорим о вещах, о которых плюс-минус могут быть у каждого производителя, почти на каждом байке и так далее. Третий момент. Будем говорить в формате, скажем так, топ-10, который, само собой, складывается лично по моему субъективному мнению и от моих, скажем так, предпочтений как новичка. Итак, поехали! Сегодня у нас, несмотря на отличную погоду, очень сильный ветер с порывами прям до 45-46 км в час. Поэтому я попробую записывать это на ходу. Если я увижу, что шум будет слишком мешать звуку, тогда мы остановимся в какой-нибудь локации и продолжим. Продолжу немного о формате. Как я для себя составлял этот топ. Моя логика этого топ-10 — это насколько эти доп-функции реально полезны, насколько они необходимы и так далее. Все в таком духе. Начнем с 10-го пункта в нашем списке. Это аудиосистемы на мотоциклах. И я имею в виду именно вот динамики, которые работают, скажем так, не вам в шлем, а вот для всех. В прямом смысле аудиосистемы, динамики установлены на мотоцикле. Это, конечно же, больше относится к категории всяких больших крузеров, туристических мотоциклов и так далее. Они, да, далеко не на всех встречаются, но на многих это можно установить как доп-опцию, если это не идет с завода. То есть там всевозможные Harley, как Street Glide, Road Glide, Honda Goldwing и тому подобное. Почему я считаю, что это лично для меня, да и не только, наверное, для меня, абсолютно такая бесполезная функция, потому что если вы едете быстро на мотоцикле, где-то по трассе там со скоростью 90 плюс, 100 плюс, вы ничего не услышите из этих динамиков. Из того, что лично я встречал, эти аудиосистемы обычно стоят на Харлеях с очень громким выхлопом. И ситуация со стороны выглядит так. Едет чувак, его слышно издалека, я имею в виду выхлоп. Естественно, из-за этого выхлопа никакой там музыки слышно быть не может. Ни ему, ни окружающим. И когда он останавливается на светофоре возле тебя, то да, ты эту музыку более-менее как-то слышишь, пока его мотоцикл на низких оборотах и не слишком орет. Ну, вот на этом, наверное, вся функция этой аудиосистемы и заканчивается. В общем, для меня вывод такой, ну, скажем так, абсолютно бесполезная штука. Идем дальше.
На 9 месте я поставил подключение к мотоциклу через Bluetooth. Была у меня эта функция и на Триумфе, есть она у меня и сейчас. На Триумфе я отъездил там без малого целый год. Так и не понял, зачем нужна эта функция. Типа там ты подключаешь телефон, можно через кнопки на руле мотоцикла там ответить на звонок, переключить музыку, там навигации и все дела. Но если у вас стоит телефон здесь, то для меня автоматически эта функция подсоединения через Bluetooth, она просто становится бесполезная, потому что все то, что я могу делать через клавиши на руле, я в 3 раза удобнее могу это все делать и выполнять все эти функции напрямую через телефон. Навигация, музыка, разговоры по телефону и так далее. То есть если у меня установлена, допустим, гарнитура в шлеме, разговор по телефону и музыка, все это управляется напрямую через телефон, если у меня стоит здесь. Навигация тем более, Google Maps или Waze или Apple Maps, кому как удобно. Естественно, все это гораздо лучше работает напрямую через телефон, а не через подсказки на экране. Вот поэтому эту доп-функцию я тоже разместил внизу списка, так как считаю ее тоже не особо полезной. Дальше мы плавно переходим, скажем так, более полезным функциям. И следующий у меня в списке это Launch Control. Да, может кто-то скажет, что он должен быть где-то повыше, в топ-10, а не на 8 месте. Ну, лично для меня, да, это может быть прикольная фича, раз, два. Так же, как у меня на автомобиле, я там, пару раз с ним пользовался, чисто так попробовать, что это. Классно. Удовольствие от этого есть. Так вот, если вы постоянно не участвуете в соревнованиях по драг-рейсингу или в заездах с места, то Launch Control, конечно, прикольно, что есть, но если вот сравнивать его с другими доп-функциями, к которым мы перейдем дальше, то, наверное, вот примерно посерединке и будет его место. Не супер, как по мне, востребованная и необходимая функция. Дальше по списку у меня расположился режимы езды, а именно выбор режимов езды на мотоцикле. На некоторых мотоциклах это 2 режима, на некоторых 3, на каких-то, как здесь, их там гораздо больше. Здесь там 3 обычных, вернее 2 обычных, 1 индивидуальный, плюс еще 2 рейсовых режима, которые тоже там индивидуально настраиваются. Не суть. В общем, довольно-таки себе полезная функция, особенно вот для новичков, как я. На Триумфе я пару раз пользовался режимом дождя, когда реально ехал в холодную погоду по мокрому покрытию. Работает, в принципе, адекватно. Ты сразу чувствуешь, что отклик на газ у мотоцикла меняется, становится более плавный, менее дерганый. В целом неплохая функция. Опять же, оговорюсь, лично для меня и для начинающих райдеров. Следующий по списку у нас Traction. Но Traction контроль я бы здесь разделил на 2 пункта. Первый вид Traction контроля — это тот, который осуществляется с помощью, скажем так, обрубания вам зажигания. То есть, когда мотоцикл своими датчиками понимает, что вращение колеса не соответствует скорости движения мотоцикла, собственно, когда колесо прокручивается,
у него не хватает сцепления с покрытием, он просто обрубает вам зажигание в двигателе. И это очень бесит. Начинаю разгоняться, в какой-то момент какая-то ямка или какая-то неровность на дороге, там колесо может немножко подпрыгнуть или просто потерять сцепление с асфальтом. Он просто в ту же долю секунды обрубает подачу топлива и зажигание. И получается такой момент, не знаю, как сейчас постараюсь это объяснить, когда просто у вас такой затык происходит, и вы не понимаете, что случилось, потому что вот только что долю секунды назад вы так бодро, хорошо разгонялись, потом что-то произошло, и мотоцикл как будто умер, а потом опять ожил, и все это происходит дергано. Поэтому как бы сама функция окей, классно, что оно есть, но вот такое ее исполнение мне лично не очень понравилось. Следующий, более продвинутый и более приятно выполняющий свою функцию вид traction контроля — это тот, который на тех мотоциклах, вернее, у которых уже есть модуль IMU. И принцип действия там совершенно другой, вот как на этом мотоцикле. То есть там не происходит, сейчас не вдаваясь в какие-то супер технические подробности, просто реализация traction контроля в мотоциклах с модулем IMU, она происходит более плавно. Мотоцикл не рубит вам просто под ноль тягу, когда теряет сцепление. А как бы это сказать правильно, просто плавно вас выводит из этой ситуации, и вы практически этого не ощущаете. Видно только на экране, как он срабатывает, моргает лампочка трекшена. Но ощущается это, скажем так, природно, что ли, не без всяких дерганий лишних. Итак, мы плавно приближаемся к топу. На 4-м месте у нас, у меня, вернее, круиз-контроль. В целом классная функция. Если куда-то едете далеко по какой-то прямой скучной трассе. Я несколько раз пользовался ей на Триумфе, пару раз пользовался уже здесь на этом мотоцикле, когда ездил чуть-чуть дальше, чем по городу. Думаю, что такое именно круиз-контроль, никому объяснять не надо, как он работает, все это понимают. Поэтому двигаемся дальше. Топ-3. На топ-3 я решил остановиться в этой локации, немного скрыться от ветра, потому что как-то очень сильно начал дуть. Там прям я возле моря ехал, прям очень сильно дует. Здесь вроде бы как и потише, и поспокойней. Итак, топ-3. На 3-е место у нас выходит Quick Shifter. Я ездил в большинстве своем на мотоциклах с квикшифтером, но также ездил на мотоциклах без. И, как по мне, это просто небо и земля. Особенно в городе эта функция просто класс. Когда вам нужно быстро ускориться или быстро замедлиться и переключить сразу там 3-4 передачи вниз, очень классно. Не нужно выжимать сцепление, очень быстро все это происходит. Принцип работы такой, если кто, может, не знает, просто при нажатии, вот здесь вот это Quick Shifter, здесь стоит датчик, и при нажатии на лапку повышения или понижения передач мотоцикл просто, опять же, отрубает подачу топлива и зажигание в двигатель на долю секунды, пока не переключится передача вверх или вниз. Вот такой простой принцип работы. Топовая функция. Я вряд ли бы сейчас на долгосрок согласился ездить на мотоцикле, особенно по городу, без этой функции. И теперь 2-е место — автоблипер. Если кто не в курсе, вдруг, что эта функция вообще делает, что она собой представляет.
при переключении передач, а именно при понижении, мотоцикл сам играется оборотами двигателя, подстроить их под обороты коробки. Это если сильно упрощать и не сильно вдаваться в технические детали. Если кому интересно, почитайте. В общем, напрямую, конечно же, эта функция и помогает безопасности райдера, особенно неопытного. Вот, поэтому считаю это как must-have. Вряд ли что-то можно сегодня купить без этой функции. Ну, может быть, что-то очень мелкокубатурное, разве что. По-моему, потому что я не нашел другой информации. Если кто обладает какой-то другой информацией именно про этот пункт, напишите в комменты. Буду рад почитать, если я что-то где-то упустил. Ну и, конечно же, топ-1, который лично я считаю, что, наверное, не только для новичков, а и для даже очень опытных райдеров, это тоже функция просто обязаловка. Must-have. Это ABS. И может сейчас меня закидают какашками какие-то суперопытные райдеры, которые ездят на трек, долбить постоянно. Да-да, тут я абсолютно согласен. На треке, особенно задний ABS, абсолютно ненужная хрень, даже наоборот опасная, но мы трек оставляем в стороне, потому как мы говорим про нашу повседневную езду, неважно, это спортбайк, не спортбайк, любой другой мотоцикл. Для обычной городской езды это обязательная функция. Почему? Потому что это вот прям спасает жизни, не побоюсь даже такого слова, спасает жизни, вытаскивает многих райдеров из очень-очень неприятных ситуаций на дороге. Какой бы вы суперопытный райдер не были, если вы не там гонщик MotoGP, да, который там прям чувствует до доли миллиметра эти тормоза и проводит сотни часов на байке, то для обычных райдеров это просто спасение. Потому что в какой-то стрессовой ситуации, в очень опасной, вы, скорее всего, пережмете тормоз, и если у вас не будет АБС, конечно же, заклинятся колеса, и вы просто будете скользить. И закончится это очень плохо. Вот. Ну, как я уже сказал, сегодня вы, скорее всего, по крайней мере, в Европе так точно, все, что 125 кубов и выше, вы не купите без АБС, потому что по закону запрещено продавать 125 кубов и выше без этой функции. Вот такой вот у меня получился топ-10. Конечно же, некоторые вещи сюда не вошли. Будет интересно почитать в комментариях, чтобы вы еще добавили, или чтобы вы заменили, или, может быть, мой, скажем так, очередность моего списка не совсем правильная для вас. Пишите в комментах ваше мнение. Спасибо, что смотрите. На сегодня на этом закончим. Если не сложно, поставьте лайк и подпишитесь, кто еще не подписан. Спасибо всем и пока.